Добрый день, глубокоуважаемые коллеги. Я рад приветствовать вас с новой серии вебинаров. Мы открываем в какой-то мере в нашем московском обществе онкопатологов, онкогенетиков новую страницу и хотим записать серию видео и разборов под общим таким названием «Школа выживания». Откуда взялось такое название? Но отчасти это косплей с книжек американских Survival Guides, да, то есть инструкции по выживанию. Когда патологу попадает мелкий биоптат, ему нужно достаточно быстро принять решение. Вы все прекрасно знаете, какие нормативы у нас по 179 приказу, да, 4 дня рабочих на мелкую биопсию, и, соответственно, нужно очень быстро принимать решение, когда биоптат оказался у тебя на столе. Проблема заключается в том, что есть коллеги, которые принимают решения за секунды, а в сложных случаях за минуты. И есть те, кому нужно посидеть полчасика, остаться после окончания рабочего дня часика на 4, не из-за того, что у него очень много биопсий, а из-за того, что ему нужно, так сказать, как-то выжить с этим препаратом, разобраться, что в нем, и написать клинически значимую информацию. Мы решили в этом проекте собрать многих отечественных лидеров мнений, которые научились выживать с биоптатом за секунды и минуты. И спросить у них, как они дошли до жизни такой. Что такое у них в голове, в их алгоритмах мышления, что позволяет им быстро и эффективно ставить клинически значимый диагноз. Стартуем мы с короткого видео, где я покажу свой подход, как я выживаю, когда у меня на столе оказываются препараты, где нужно определить, то, что мы называем в патанатомии микроследственная нестабильность. По сути, нарушение ферментов репарации неспаренных оснований. А в дальнейшем, так сказать, все остальные серии, они уже вот после этой затравочной будут диалоги с какими-то лидерами мнений. Мы немножко поковыряемся у них в мозгах. Надеюсь, вам будет интересно. Итак, стартуем. Я сказала, стартуем! Таблица очень проста. В ней всего 4 строчки и 4 столбца. Фактически и строчки, и столбцы представляют из себя ферменты репарации неспаренных оснований. Основные из них, к которым получены моноклональные антитела для иммуногистохимического исследования. Сразу оговорюсь, что имеет смысл использовать все 4 антитела. Панели с 2 антител абсолютно не оптимально, и довольно много опубликовано работ, где, особенно при синдроме Линча, эта панель приводит к ложным результатам. Поэтому обсуждать ее мы не будем, это общее место. И вот у нас есть стекло, окрашенное гемоксилинозином, и 4 стекла с иммуногистохимическими реакциями на ферменты репарации ошибок, возникающих при репликации ДНК. Да? 4 фермента MLH1, MSH2, MSH6 и PMS2. В левом столбце указаны ферменты, в которых происходят молекулярные нарушения. А дальше столбцы с экспрессией. Соответственно, плюсики означают не то, что белок экспрессируется, а наоборот. Плюсики в данном случае означают потерю экспрессии. Потому что ни для кого не секрет, что нас интересуют именно дефекты экспрессии ферментов репарации ДНК. Поэтому отсутствие реакции в опухолевых клетках является значимым. Плюсик обозначает отсутствие реакции в опухолевых клетках. И эта таблица говорит о следующем, что если у нас отсутствует экспрессия пары белков MLH1 PMS2, то значит молекулярные нарушения скорее всего затрагивают ген MLH1. И это очень важное замечание, потому что 2 белка, отсутствует экспрессия 2 белков, мутация в гене MLH1. MLH1 при нарушении его экспрессии приводит к тому, что партнер для PMS2 исчезает из ядра и цитоплазмы опухолевой клетки. И PMS2 подвергается протеолитической деградации. То же самое происходит, если мутация, чаще всего герминальная, затрагивает ген MSH2. Исчезает экспрессия гена, собственно, MSH2 и его партнера MSH6, который сам по себе практически не может жить в ядре опухолевой клетки и, соответственно, тоже подвергается деградации.
И есть еще две ситуации, когда происходит изолированное выпадение экспрессии какого-то из этих белков. Либо изолированное выпадение MSH6, либо изолированное выпадение PMS2. И вы прекрасно видите, что в этой ситуации мутации затрагивают именно эти белки. То есть, условно говоря, мы можем разделить эти белки на мастер и партнер. Мастер – это MLH1 и MSH2. Если выпадает его экспрессия в результате молекулярных нарушений тех или иных, то его партнер тоже пропадает из ядра опухолевой клетки. В то время как если мутация затрагивает ген-партнер, то экспрессия белка исчезает только его. Мастер находит себе другого партнера, и его экспрессия не меняется. Вот это очень важное правило и очень простая таблица. Итак, разрешенные комбинации. Выпала экспрессия MLH1 плюс PMS2, выпала экспрессия MSH2 плюс MSH6, изолированно выпала экспрессия MSH6 и изолированно выпала экспрессия PMS2. Всего 4 разрешенных комбинации. Какие комбинации запрещены? А все остальные, где нет плюсиков. Например, если на наших стеклах мы встретили изолированное выпадение MSH2 и PMS2, такой комбинации в нашей таблице нет. Это запрещенная комбинация. Биологически это невозможно. Что противоречит этому? То, что если у нас выпало MSH2, обязательно ей должно сопутствовать выпадение MSH6, а не PMS2. То есть любые вот такие экзотические комбинации или MLH1 плюс MSH6. Это тоже запрещенная комбинация, потому что мастер и партнер не образуют пару. И, соответственно, сказать, одна из этих реакций, а может быть и обе, дают ложный результат. Об этом очень важно помнить. А теперь, то есть у нас есть одна, так сказать, таблица, я обещал, и одно простое правило. Перейдем к рассмотрению конкретных случаев, и начнем мы со случаем с нормальным уровнем экспрессии, для того, чтобы нашу таблицу простую дополнить одним простым правилом. Прежде чем подойти к простому правилу оценки опухолевой ткани, давайте посмотрим на экспрессию в нормальном позитивном контроле, смонтированном на том же самом стекле, для того, чтобы быть уверенным, что с нашими реакциями все в порядке. Здесь представлена экспрессия MLH1 во фрагменте стенки толстой кишки. Если мы посмотрим на слизистую оболочку, то мы видим, что практически все клетки эпителиальные слизистой оболочки окрашены MLH1, кроме самых поверхностных отделов, где клетки уже подвергаются апоптозу, слущиваются в просвет толстой кишки, и никакая репарация ДНК здесь не нужна, здесь клетки находятся в терминально дифференцированном состоянии. Также огромное количество лимфоцитов, стромальных клеток, эндотелиальных клеток в сосудах подслизистого слоя позитивны. И, что очень важно, хотя эти клетки не пролиферируют в нормальной стенке толстой кишки, однако ферменты репарации хотя бы в каком-то проценте ядер должны экспрессироваться и в гладкомышечных клетках стенки кишки. Да, то есть в гладкомышечных миоцитах у нас хотя бы в 15%, а лучше, чтобы в 40-50% была ядерная экспрессия ферментов репарации неспаренных оснований, ну вот в частности MLH1. Переходим к опухолевой ткани. Рассмотрим для примера опухоль тела матки, опухоль эндометрия. И я выведу на экран зону, где остались еще эндометриальные железы, есть эндометриальная строма и уже виден фокус эндометриоидной аденокарциномы с потерей экспрессии ферментов репарации, в частности MLH1. Что мы видим на этом препарате? Мы видим, что в нормальном железистом эпителии, в ядрах практически во всех, ну сильно больше 70%, сохраняется экспрессия MLH1. Также мы видим, что практически во всех стромальных клетках она есть, и в общем это не мудрено, эндометрия это очень обновляемая ткань, и, конечно, и в эпителии, и в строме, в эндометриальной постоянно идет клеточное обновление, поэтому
экспрессия ферментов репарации ДНК находится на очень высоком уровне. В опухолевых клетках мы видим потерю экспрессии ферментов репарации и даже вот здесь переход нормального эпителия в опухолевый. Это очень важно. Когда происходит потеря экспрессии ферментов репарации ДНК, она происходит полностью, в 100% опухолевых клеток, во всех. Если мы говорим о мастер-белках, то есть об MLH1 и MSH2, и может немножко сохраняться, если мы говорим о их партнерах, о MSH6 и PMS2. Это очень важно помнить. Поэтому нельзя изучать только два белка, MSH6 и PMS2, потому что незначительная экспрессия при мутации в мастер генах может сохраняться. Но вот здесь мы видим какие-то клетки в пределах эпителиального пласта. Что это такое? Это очень понятная история. Это интраэпителиальные лимфоциты, чаще всего цитотоксические, которые инфильтрируют эндометриоидную аденокарциному. Их ядра позитивные. Мы видим, что совершенно другая ядерная структура, другая форма ядер, поэтому это не должно смущать. Некоторое количество клеток в эпителиальном пласте может быть позитивно. Это обычно опухоль-инфильтрирующие лимфоциты или интраэпителиальные лимфоциты, которые сюда пришли на территорию эндометриоидной аденокарциномы. Какое простое правило, о котором я обещал упомянуть? Простое правило заключается в следующем. Если мы видим истинную экспрессию ферментов репарации, то в эпителиальных тканях или в опухолевой ткани, позитивной по этим белкам, она должна быть выше, чем в окружающей строме. В то время как если мы видим потерю экспрессии, то, соответственно, окружающая строма должна быть позитивна, а опухолевые клетки полностью негативны. И вот это соотношение будет помогать нам выживать в самых сложных ситуациях. Дальше мы рассмотрим пример с аутолизом, когда вообще просто в целом ферменты подверглись аутоперевариванию, в процессе аутолиза. И в строме, и в опухолевой ткани. Вот как, так сказать, нам разобраться в этом? Но пока еще раз посмотрим на норму. Вот более очевидный фрагмент опухолевой ткани, в которой мы прекрасно видим это правило. Так как ферменты репарации исчезли, то мы видим ярко окрашенную строму и, соответственно, полное отсутствие экспрессии ферментов репарации ДНК в ядрах опухолевых клеток. В каком участке не посмотри. Это очень хорошо сохранившаяся с точки зрения антигенной сохранности эндометриоидная аденокарцинома. Мы путешествуем по всему препарату и везде видим одну и ту же картину. Разница лишь в количестве опухоль-инфильтрирующих лимфоцитов, которые заходят в эпителиальный пласт для осуществления противоопухолевого иммунного ответа. Вот это эталонная реакция с белком, с антителами к белку MLH1. Если мы посмотрим на картину с PMS2, это партнер MLH1, он тоже выпадает вторично в результате патологии MLH1, то мы видим ту же самую картину. Белок-партнер экспрессируется в остаточных железах эндометрия и в строме. Его меньше по количеству белка, определяемым иммуногистохимическим методом в гладкомышечных волокнах тела матки, но полное исчезновение в опухолевых клетках, и, соответственно, он сохраняется в опухоль-инфильтрирующих лимфоцитах. Так как материал с хорошей антигенной сохранностью, то в какой участок опухоли мы не посмотрим, мы увидим приблизительно ту же самую картину. Мы видим, что здесь есть некоторый цитоплазматический фон, но при этом отчетливая ядерная реакция наблюдается в опухоль-инфильтрирующих лимфоцитах и в стромальных клетках, и полное отсутствие в опухолевых клетках эндометриоидной аденокарциномы. Вот это вот классическая картина. Здесь вы видите немножечко стромальные клетки накладываются за счет толщины среза на эпителиальный пласт, но это все равно стромальные клетки. Мы видим, что их ядра расположены вдоль фиброваскулярных стержней, папиллярных структур эндометриоидной аденокарциномы, поэтому это совершенно нас не смутит. И если бы иммуногистохимия выглядела всегда так, то оценка микросателлитной нестабильности на гистологических срезах иммуногистохимическим методом была бы легкой прогулкой, легкой диагностической прогулкой. Какие сложности, которые могут заставить нас выживать, встречаются нам в рутинной клинической практике? Вот мы видим фрагмент аденокарциномы кишки с нарушениями морфологической сохранности. Несмотря на то, что срез сделан очень хорошо, но мы видим зону
в которую, так сказать, не проник формалин. Если мы сделаем увеличение, то это классический артефакт наружной фиксации, такие географические разрывы ткани через железы. То есть не ретракционный артефакт между эпителием и соединительной тканью, а прямо через все ткани из соединительной переходит в эпителий и обратно, так сказать, затрагивает лимфоидную ткань, да, расходится. Ну вот здесь, так сказать, например, тоже это признаки нарушения фиксации. И здесь мы видим в дополнение к ним еще и признаки аутолиза. Декомплексация железистых структур, клетки разбиваются и уже не образуют единый пласт. Соответственно, здесь мы можем ждать различные неприятности, связанные с экспрессией. Ну вот посмотрим еще здесь, это тоже признаки аутолиза в нормальной слизистой оболочке, а вот рядом с ними лежит аденокарцинома с признаками и нарушения фиксации, и аутолиза в одном флаконе. Конечно, в этой ситуации мы будем видеть неприятную картину, когда у нас будет выпадать экспрессия, соответственно, и в опухолевых, и в нормальных тканях. Давайте посмотрим, как это выглядит. В самых разрушенных зонах, куда фиксатор проник хуже всего, в центре препарата, вот в этой зоне аутолиза, да, которую я показывал, с декомплексацией опухолевых желез, мы наблюдаем соблюдение нашего четкого правила, что экспрессия ферментов репарации неспаренных оснований при нарушении преаналитического этапа, нарушении фиксации, проводки или при аутолизе, сначала пропадает в стромальных клетках, а потом в опухолевых. Вот сейчас я в явном виде сформулировал наше жесткое правило. Сначала экспрессия пропадает в стромальных клетках, а потом в опухолевых, если у нас нет нарушения в ферментах репарации ДНК. Здесь мы видим эту картину. Конечно, окраска в опухолевых клетках наблюдается не во всех. Аутолиз затронул эти белки. Но этих белков в опухолевых клетках было так много, что к моменту фиксации полностью переварить их протеазы эндогенные не смогли. И какое-то количество белков все равно осталось, и мы видим их окраску иммуногистохимическим методом. В то время как в стромальных клетках кишки, да, в строме кишки, значительно меньше физически молекул MLH1, и поэтому окраска в результате аутолиза значительно слабее. Она далеко не такая красивая, очевидная, яркая, которую мы видели в предыдущем случае в эндометриоидной аденокарциноме и ее строме. С другой стороны, здесь есть участки по краю препарата, куда формалин проник в первую очередь. Фиксация началась отсюда, с этой стороны. И здесь, в общем, мы видим неплохую картину. Мышечная оболочка стенки кишки, куда фиксатор попал в первую очередь, неплохо профиксировалась, и мы видим определенную сохранность экспрессии MLH1 в миоидных клетках, в лимфоидных клетках, в клетках межмышечных нервных сплетений и, соответственно, в опухолевых клетках и в стромальных. Вот здесь все как положено, все так, как должно выглядеть при нормальной экспрессии MLH1 в аденокарциноме, без потери ферментов репарации, без микростелитной нестабильности, связанной с патологией этого гена. Опухолевые клетки окрашены ярче, чем стромальные. Важно, они ярче окрашены и в зонах с сохранной, с нормальной антигенной сохранностью, и в зонах с нарушенной антигенной сохранностью. Закон соблюдается везде. Опухолевые клетки красятся ярче стромы. Вот здесь в опухолевых клетках уже существенно снизилась экспрессии уровень. Да, в стромальных, так сказать, он практически пропал. В зонах аутолиза из опухолевых клеток почти исчез, но в стромальных исчез полностью. То есть опухолевые клетки всегда красятся ярче стромы, и это позволяет нам легко исследовать эту опухоль, легко справиться с аутолизом, с его интерпретацией, так сказать, никаких здесь проблем нет. У ПМС-2 картина в общем целом такая же. Мы смотрим в наиболее антигенно-сохранной зоне, практически 100% опухолевых клеток окрашено, и многие клетки стромы, да, из аутолиза окрашены слабее, количество молекул ПМС-2 меньше и так далее, но в общем эта картина не вызывает сложностей в интерпретации. А теперь посмотрим пару, в которой наблюдаются дефекты репарации, выпадение. Сразу сделаю спойлер, в этой опухоли, в этой муцинозной аденокарциноме кишки
так сказать, наблюдается выпадение экспрессии MSH2 и MSH6. Посмотрим в целом на этот препарат с птичьего полета и сначала найдем нашу зону с аутолизом. Выглядит следующим образом. Вот они, дискогезивные, так сказать, структуры опухолевые. Полное отсутствие экспрессии в опухолевых клетках и в строме, в опухоль-инфильтрирующих лимфоцитах и так далее. Вопрос, можем ли мы считать, что здесь выпала экспрессия MSH2? Не можем, потому что если экспрессия выпадает в опухолевых клетках, значит в стромальных она должна быть обязательно сохраняться. Если она выпала и там, этот препарат оцениваться не может. В этой ситуации мы должны посмотреть, а вообще во всем препарате, в сохранных зонах, с которых формалин начал проникновение, что-то сохранилось или нет? Ну вот, можно понять, что что-то сохранилось. Посмотрите лимфатический узел. В светлых зародышевых центрах всегда очень яркая экспрессия. В зоне мантии слабее. Здесь, в светлом зародышевом центре, почти нет. В зоне мантии нет. Но если мы подойдем к краю препарата, в самом крайнем лимфоидном фолликуле со светлым зародышевым центром, эта закономерность наблюдается. Светлый зародышевый центр относительно яркий, в зоне мантии тоже в клетках какая-то экспрессия сохранилась, поэтому нам нужно идти вдоль препарата и поискать какие-то структуры в опухоли, до которых все-таки формалин до начала аутолиза смог достигнуть. И мы нашли такие. Вот эти опухолевые гнезда. И что мы наблюдаем? А мы наблюдаем, что наше правило соблюдено. В опухолевых клетках полное отсутствие экспрессии, но при этом практически все стромальные клетки имеют слабую или умеренную ядерную экспрессию гена MSH2. Вот это очень важно. Вот на таком препарате мы точно можем сказать, что есть дефект фермента репарации. Когда в стромальных клетках практически во всех экспрессия сохранилась, а в опухолевых клетках пропала. По центральным отделам мы этого сказать не могли, а здесь могли. Как писать заключение? Конечно, нужно сделать все оговорки, что в опухоли обнаружено нарушение антигенной сохранности, что в центральных препаратах с признаками аутолиза и нарушением фиксации отсутствует экспрессия как в опухолевых клетках, так и в стромальных, однако в наиболее морфологически антигенно-сохранных участках по периферии препарата наблюдается умеренно выраженная экспрессия в большинстве стромальных клеток, а в опухолевых клетках полная потеря экспрессии MSH2. Сразу же посмотрим в эту же зону на MSH6, и в общем мы обнаружим такую же картину. И это еще раз приводит нас к тому, что несмотря на все технические сложности, на все сложности с преаналитическим этапом, в этом препарате мы можем высказаться о потере экспрессии. Почему? А потому что соблюдено правило из таблички. У нас не может выпасть ген MSH2 изолированно, он выпадает всегда в паре с геном MSH6, и здесь это наблюдалось. При этом пара MLH1-PMS2 сохранна, несмотря на аутолиз и нарушение фиксации. Поэтому в общем и целом мы можем говорить, что в этой опухоли большая вероятность микросателлитной нестабильности и большая вероятность того, что у этого пациента синдром Линча, потому что выпадение экспрессии пары MSH2 и MSH6 – это типичный признак синдрома Линча. Ну и рассмотрим еще один случай. Он был диагностически сложным, потому что это опухоль поджелудочной железы. А мы прекрасно понимаем, что аутолитические процессы в поджелудочной железе, как в норме, в ее, ацинарных структурах, так и в ее протоках. И мы, в общем, очень хорошо знаем, что при канцерогенезе поджелудочной железы происходит трансдифференцировка как раз коммитированных ацинарных клеток в протоковую аденокарциному. Да, то есть ее генезис из коммитированных стволовых клеток именно ацинарных, из которых в норме формируются ацинарные эпителии. Вот, в общем, довольно много исследований посвящено этой теме. Поэтому протоковая аденокарцинома поджелудочной железы, даже адекватно фиксированная, но не вовремя принесенная в патологоанатомическое отделение, все равно содержит повышенное количество протеаз в своем составе. И даже если у нас нет нарушения фиксации, то аутолиз для нее достаточно характерное явление. И вот по этой фрагментации опухолевых желез мы это прекрасно видим, как тут просто полжелезы.
а половина куда-то отвалилась, так сказать, смещена и так далее. То есть такие разорванные, как бы разломанные, скорее, разломанные железы с выраженным ретракционным артефактом. Это, в общем, признаки, так сказать, уже начавшегося аутолиза. Хотя нарушений фиксации очевидных здесь нет. И вот этот препарат пришел нам на консультацию, и было постулировано, что у этой опухоли наблюдается сохранная экспрессия гена MLH1 и PMS2, но при этом нарушена экспрессия генов MSH2 и MSH6, и он пришел к нам на второе мнение. Давайте быстро пробежимся по этим материалам. Ну, первое, что бросается в глаза с птичьего полета, что, конечно, реакции выполнены не очень качественно, потому что в них наблюдаются зоны, вот такие географические, где реагент подсох. Я не знаю, на какой машине была сделана эта реакция, но эта машина неисправна, потому что в процессе иммуногистохимических реакций антитела или какие-то реагенты высыхают, и диаминобензидин дает вот такую вот по краю, так сказать, картину. Это абсолютно неприемлемо. По идее, или в центре вот такое, это тоже пятна высыхания, вот здесь был воздух. Это абсолютно неприемлемая картина. Конечно, такого быть не должно, и поэтому мы уже ожидаем большие сложности с оценкой экспрессии. Посмотрим вот в этот участок аденокарциномы. Практически полностью экспрессия пропала, так сказать, ну какая-то вот я вижу одну опухолевую клетку, вероятно, две нормальных, в которых, так сказать, что-то похожее на экспрессию есть, но, конечно, это оценке не подлежит, и я не до конца понимаю, как этот образец был оценен, что в нем сохранная экспрессия MLH1, может быть, вот здесь что-то есть, нет, здесь тоже нет, может быть, здесь нет, ну вот здесь хоть какая-то экспрессия наблюдается в опухолевых клетках, но в общем и целом о достоверности ее говорить очень сложно. Поэтому препарат не подлежит оценке. Что у нас с ПМС-2? С ПМС-2 картина похожая. Вот мы видим зону подсыхания среза, а это значит, что существенно была нарушена реакция. И она, собственно, со всех сторон. Вот, прошу прощения, зона высыхания реагента. Да, этого тоже быть не должно. И вот зона высыхания реагента. Поэтому, конечно, мы не ждем ничего хорошего, но препарат отсканировался не в фокусе. Из-за вот этих артефактов сканер не смог сфокусироваться. Но мы видим, что в опухолевых клетках какая-то экспрессия ПМС-2 все-таки есть. Да? Ну, видна ядерная экспрессия, хоть и не в фокусе. Стромальные клетки разглядеть сложно, но в опухолевых что-то есть, поэтому, вероятно, коллеги заключили, что ПМС-2 здесь все-таки сохранен, а раз ПМС-2 сохранен, один изолированный MLH1 выпадать не может, поэтому воспользовались правилом из таблички и решили, что эта пара сохранена. Что происходит с MSH2 и MSH6? Ну, я не буду останавливаться на грубых нарушениях, стенер, вероятно, был сломан в момент проведения этих окрасок. Здесь мы видим, что нарушено наше правило. Мы можем опухоль, как выпавшие реакции, расценивать только тогда, когда в строме реакция сохранилась. А здесь в строме реакция не сохранилась. Посмотрите, где мы видим окраску. Мы окраску видим в цитоплазме плазматических клеток. Ни одного ядра стромальных клеток не окрашено. И вот эта вот такая пантеровость, да, такая гетерогенность, желтые как бы зоны, это зоны, где высыхал препарат. Здесь вообще о корректных иммунных реакциях не может быть и речи. И мы прекрасно знаем, что антитела MSH2, того клона, который использует лаборатория, не дает цитоплазматический фон на плазматических клетках. Он никогда сюда не выпадает. Антитела в процессе высыхания срезов выпали в самые белковые области, в цитоплазму плазматических клеток. Поэтому здесь нет доказанного выпадения экспрессии MSH2. Но если мы в сохранные зоны пройдем, вот в эти зоны инвазии, во фронт инвазии опухоли, то мы увидим совершенно другую картину. Здесь и в части стромальных клеток, и в опухолевых клетках экспрессия MSH2 сохранилась. То есть тут реакция сохранная. Вот они. Вот это самая периферия, фронт инвазии, экспрессия сохранная. Это не синдром Линча, это, так сказать, обычная протоковая аденокарцинома. Посмотрим сразу в этих зонах, чтобы не терять время. MSH6. Тоже экспрессия сохранилась, хотя препараты из-за этих артефактов не в фокусе, потому что просто сканеры не справляются с этим, но мы видим, ну вот эти железы, так сказать, поверьте на слово, в стекле MSH6 сохранен, да, мы видим это во фронте инвазии аденокарциномы. Мы перекрасили этот образец, мы взяли другой блок, потому что тот уже был существенно подрезан, и на гематоксилинной азине мы видим те же самые признаки аутолиза при в целом неплохой антигенной морфологической сохранности.
Вот может быть небольшая зона, куда чуть хуже поступил формалин, но с преаналитическим этапом здесь все было хорошо. Здесь именно время доставки из операционной, вот, так сказать, вот эти разрывы, да, это аутолиз, именно время доставки из операционной материала было неадекватным. Достаточно много опухолевой ткани, есть лимфоидная ткань, как внутренний позитивный контроль. Посмотрим только те гены, которые были репортированы как с дефектами, хотя можно и все. Briefly, MLH1, коротко смотрим. Что-то сохранилось в лимфоидной ткани. Смотрим опухолевую. Да, несмотря на весь аутолиз и проблемы с этим материалом, все-таки, может быть, были и нарушения фиксации какие-то, но мы видим, что и в стромальных клетках, и в опухолевых экспрессия сохранилась не такая красивая, как мы хотим, не такая красивая, как мы видели в матке, не такая красивая, как мы видим в кишке, но в поджелудочной железе, так сказать, далеко не всегда мы можем получить идеальную экспрессию. Более того, она сохранилась везде, в каком-то количестве опухолевых клеток и стромальных. Посмотрим партнера ПМС-2. В общем, даже ярче немножко мы видим экспрессию, и во фронте инвазии ядерная экспрессия в опухолевых клетках сохранилась, в стромальных она слабее, закономерности наши не нарушились. Смотрим вот эту часть, ну здесь аутолиз был исходно морфологически выраженней, ну вот, например, здесь, где формалин до этих образцов дошел до первых, здесь, так сказать, ядерная экспрессия ПМС-2 сохраняется, вот в этой инвазивном компоненте сохраняется, поэтому, в общем, проблемы нет, как бы обе лаборатории постулируют, что, ну вот самый сохранный, это, конечно, фронт инвазии лимфоидная ткань, да, куда никакой аутолиз от самой поджелудочной железы не доходит. С этим все хорошо. Но что с MSH2 и MSH6? Сразу перейду к фронту инвазии. Если прибор не сломан и ИГХ сделано корректно, в 100% клеток, вот в этом участке препарата опухолевых, мы видим ядерную экспрессию MSH2. И в большинстве стромальных клеток, может быть, да, она не идеальна с точки зрения как бы органолептических свойств, потому что окраска проводилась на вентане. В условиях санкций не все вентановские реагенты оригинальные, часть приходится делать в лаборатории самостоятельно, поэтому окраска немножечко отличается от того, что мы видим в книжке или на стейнерах других типов. Но, по крайней мере, никакого выпадения экспрессии гена MSH2 здесь нет. И если машина не сломана, с MSH6 то же самое. Поэтому при перепостановке реакции, и вот посмотрите на срез сверху, нигде не видно зон подсыхания реагентов. Здесь есть даже контрольная ткань на MSH6, да, с окрашенными криптами, к вершине, так сказать, экспрессия пропадает. Часть мышечных клеток, большая часть, пускай и слабо и умеренно, но окрашена. Подавляющее большинство, так сказать, клеток стенок сосудов и стромальных окрашены. Лимфоциты и ядра плазматических клеток окрашены. Как вы видите, нет цитоплазматического выпадания, потому что реагент здесь не подсыхал в процессе окраски. Стейнер не сломался, он работает абсолютно адекватно, и мы видим нашу закономерность. Да, в результате того, что это не родные реагенты, и какие-то, может быть, нарушения были в преаналитике в этом образце, интенсивность окраски снизилась. Но когда снижается интенсивность окраски в микросателлит стабильном образце, в строме она пропадает всегда раньше, чем в опухоли. Поэтому мы можем увидеть пустую голую строму, но какое-то количество, так сказать, окрашенных опухолевых клеток. Вот эти простые правила, а именно то, что ферменты репарации неспаренных оснований выпадают всего 4 разными паттернами. Две пары, MLH1 и PMS2, и вторая пара MSH2, MSH6, или изолированно MSH6, или изолированно PMS2. Только вот эти 4 паттерна, все остальные запрещенные. Первое очень простое правило, которое позволяет нам выживать. И второе очень простое правило. Когда мы видим нарушение преаналитического этапа, фиксации, аутолиза или проводки, сначала выпадает экспрессия, ложно выпадает в строме, а уже потом в опухолевых клетках. Поэтому если мы видим какую-то экспрессию в опухолевых клетках, хотя бы зональную, а в строме 0, это значит, что экспрессия сохранена биологически. Это будет микросателлит стабильная опухоль. Чтобы нам микросателлитную нестабильность постулировать, мы должны увидеть полное исчезновение экспрессии в опухолевых клетках и сохранение экспрессии в большинстве стромальных клеток в этом образце. Если экспрессия исчезла и там, образец не подлежит оценке,
и мы это репортируем в нашем патологоанатомическом заключении. Так и пишем, что в результате нарушения там окраски, поломки иммуностейнера, того-то и того-то, неадекватной фиксации, там чего-то еще, аутолиза, в общем и целом оценить статус ферментов репарации неспаренных оснований мы не можем, судить о микросхелетной нестабильности не можем, так сказать, определить, есть ли у пациента хотя бы потенциально заподозрить в синдром Линча или нет, в общем, тоже не можем. Да? То есть мы тогда, так сказать, пишем, что по техническим причинам тест, грубо говоря, не удался. Я думаю, что вот эта простая табличка и одно очень простое правило: строма при аналитических дефектах пропадает вперед вперед, так сказать, опухоли, экспрессия, поможет вам выжить, когда у вас будет на столе биоптат любого качества, покрашенный на ферменты репарации неспаренных оснований с целью определения статуса микросателлитной нестабильности в опухолях человека. Спасибо за внимание.